я рад быть здесь с вами. Моя жена Лидия, она не здесь уже. Мы переехали здесь 11 лет назад, и здесь в этой аудитории был наш первый речь в Украине. Я рад быть здесь в семинарии еще раз. Я, наверное, пойду, потому что, по-моему, вам не нужен переводчик. Потом будет. И извините, я переводил мои слайды сам себя, и прошу прощения за плохую грамматику. I was just telling them all that they have to spell check my slides because they're in. Да, поэтому вы, пожалуйста, там ищите ошибки, сразу проверяйте, чтобы можно было по ходу все исправлять. Well, it's a pleasure to follow Ludmila Gritkovets and talk about family issues and trauma. Мне очень приятно, что я как бы продолжаю тему, поднятую Людмилой Гритковец, и буду говорить о семье и травме. And I'll be speaking about this from the perspective of family systems therapy. И буду говорить об этом с точки зрения семейной системной терапии. Okay. This thing. Okay, and today still many define problems as being located in the individual. Сегодня все еще много людей считают, что проблемы нужно искать в личности, в индивидууме. An example would be in the MKB, the ICD or the DSM. И вы можете увидеть это в различных списках, например, международной классификации болезней в МКБ. It's not easy to find families in those manuals. Но очень сложно вот в этих пособиях, где перечисляются различные болезни, увидеть семьи. So how do you view the human being? Как же мы должны рассматривать человека, человеческое существо? So the concept of holism, from the Greek holos, means all, whole, entire. Есть такое понятие, как холизм, от греческого слова «холос», как целостный, взятый во всей своей полноте. Okay. So a holistic view of the person speaks of the physical, the psychological, the spiritual, and the social aspects of the person. И вот такой холистический подход к взгляду на человека включает в себя социальные, духовные, физические, эмоциональные аспекты. Patel wrote, "There are no psychosocial problems without biological features." И говорят, что нету никаких психосоциальных проблем, в которых каким-то образом не подключаются биологические проблемы. And there are no biomedical problems without psychosocial features. И нету биомедицинских проблем без подключения вот этих вот психосоциальных аспектов. So only interventions that address the physical and emotional and social and spiritual needs can lead to ideal treatment results. И поэтому только когда мы пытаемся лечить и социальные, и эмоциональные, и физические, и духовные аспекты во всей своей полноте, только это может помочь человеку решить какую-то проблему. So Carl Whitaker, the family therapist, said, "There is no such thing as an individual." Карл Витакер, который является одним из семейных терапевтов, говорит, что нет такого понятия, как индивидуум. There are only fragments of families. Есть такое понятие, как фрагменты семей. All right. Salvador Minuchin was one of the early family systems therapists. What did I do? Сальвадор Минухин был вот такой один из ранних терапевтов, который занимался семейной системной терапией. Sorry. So there's. Okay, let's go back to Minuchin. Let's go back to Minuchin. There we go. My man Sal. So he was one of the early family systems theorists. Итак, он был одним из теоретиков системной семейной терапии. He found that the organization of the family system tended to maintain the family's dysfunction. И он обнаружил, что He found the organization of the system. он организовал вот такую
организацию системы в семье, чтобы поддерживать, которая работала с семейными различными проблемами. He called his model structural family therapy. И назвал он свою модель структурная семейная терапия. Okay. Structural family therapy begins by seeing that there are dysfunctions that arise from a developmental stage in the И family. поначалу вот начинается эта терапия с того, что надо обнаружить какую-то проблему, которая возникает из развивающегося этапа в семье. So structural family therapy looks to rebalance the family. И вот эта терапия, она пытается вернуть баланс в семью. To help the family acclimate to a new family structure. И помочь семье акклиматизироваться к новой семейной структуре. Minuchin describes family subsystems. И Минухин описал подсистемы семейные. Okay, we have the marital, the parental, the child subsystems. И там есть супружеская, родительская подсистемы. Boundaries describe how family members engage and interact with one another. Границы определяют, каким образом члены семьи сообщаются друг с другом. At one end is disengagement, at the other end is enmeshment. С одной стороны, может быть, это как вот если представить в виде шкалы, с одной стороны может быть полное отсутствие какого-либо общения, а с другой стороны может быть слишком чрезмерно близкое общение. And many of Minuchin's techniques in family therapy are well known from the literature, joining, reframing, etc. И многие методы, которые предлагает Минухин, они известны по его различным публикациям, и вот они перед вами на доске. Well, and the family therapist Virginia Satir often said, the problem is not the problem. И Вирджиния Сатир, одна из тоже известных терапевтов, ей принадлежит фраза «проблема на самом деле не является проблемой». So our brief solution-focused therapy does not focus on the presenting problem. И вот наша краткосрочная терапия, она не... It doesn't look for the problems. Вот эта краткосрочная терапия, она сама по себе не ищет каких-то проблем. But rather, a solution-focused therapist begins by looking for solutions. Но терапевт, который пытается найти решение проблемы, он сразу и ищет это решение, а не проблему. So how did solution-focused therapy arise out of the family systems therapies? И каким образом вот эта вот терапия, направленная на решение проблем, как она работает в семейной терапии? Well, there's a whole stream of therapies that have their roots in brief therapies. Есть различные виды терапии, которые основаны на краткосрочной терапии. Psychodynamic and Психодинамическая. constructivist psychotherapies. Например, психодинамическая терапия, Constructivist. конструктивистская терапия. And then family systems came out of the general systems and communications theories. И семейная терапия выходит... Came from the general systems and communications theories. И семейная терапия тоже она основана на теории, допустим, коммуникации. The patient often describes the problem as always happening. Пациент описывает и говорит, что проблема, она постоянно существует. But the therapist knows there are times when the problem is not happening. Но терапевт знает, что это не так, что проблема существует не всегда. The times when the problem is not happening, those are called exceptions. И вот те периоды, когда проблема не существует, называются исключениями. So the patient may not realize this. И пациент, возможно, этого даже не понимает. But for the therapist, these exceptions are a path into finding solutions. Но для пациента вот эти исключения являются путями разрешения проблемы. So the solution-focused therapist always assumes that there are solutions. Поэтому терапевт, который
нацелен на разрешение проблем, он сразу же создает себе предпосылку, что решение проблемы существует. The therapist and the client construct these solutions together. И терапевт и пациент вместе выстраивают это решение проблемы. A solution-focused therapist will differentiate between solution talk and problem talk in the therapy session. И терапевт, который, опять же, нацелен на разрешение проблем, на вот этот вид терапии, он будет различать разговор о решении проблемы и разговор о проблеме. Some research recently has shown that when there is an extensive discussion of problems and focusing on negative affect, there can be an increase in stress hormones. И вот недавние исследования показали, что если во время сессии с пациентом очень долго обсуждать проблему, и особенно концентрироваться на ее негативных эффектах, это может привести к увеличению стресса у пациента. The stress hormone cortisol, Синдром стресса, кортизол, and it's significantly associated with depression and anxiety. который ассоциируется с депрессией и тревожностью, увеличивается. All right. Family therapy and trauma. So family therapists are in a good position to be effective family trauma therapists. И семейный терапевт, он может эффективно помогать разрешать различные травмы в семье. Family systems therapy will lead families toward changing unproductive ways of dealing with trauma. И терапевты, которые, или семейная системная терапия, она помогает семье делать так, чтобы вести себя так, для того, чтобы снизить риск получения травмы. So there's a strong theoretical basis for use of family therapy in the treatment of trauma. И поэтому, конечно, очень много теорий, которая лежит в основе вот этой вот семейной терапии, которая взаимодействует с травмой. Some recent research shows that traumas do not have to be debilitating. И недавние исследования показывают, что травмы не обязательно должны приводить к катастрофическим последствиям. Because most people are resilient. Потому что большая часть людей, они обладают сильными механизмами сопротивления. And many will even grow following a trauma. They will grow emotionally Because of trauma? after following the trauma. И некоторые даже будут эмоционально расти после травмы. Okay. So a system therapist can underline the sources of this resilience and growth in therapy. И терапевт, занимающийся системной терапией, может подчеркивать вот эти вот позитивные моменты, подчеркивать ресурсы, источник вот этой вот способности сопротивляться в преодолении травмы. And can help the family to focus on hope and optimism. И помочь семье сконцентрироваться на надежде. So the family therapist, family systems therapist can stimulate the growth of strengths in their patients. И эти терапевты могут помочь человеку укрепиться. As opposed to a problem focus. Это противоположность терапевту, который больше будет концентрироваться на проблеме. 2, 5, 2, okay. So resilience appears to be infectious within a family. В семье вот эта способность к сопротивлению становится заразительной. Resilience is built into the nervous system. Потому что вот этот механизм сопротивления, он встроен в организм человека. The brain has the ability to reconfigure its growth Мозг способен перестраивать свой рост. And so we can stimulate this brain growth by focusing on resilience, coping, and talk of solutions. И мы можем как бы... We can stimulate this nerve growth
И мы можем стимулировать рост вот этих нервных клеток, by focusing on resilience если мы сосредотачиваемся на вот этой способности сопротивляться, and coping способности справляться с какой-то проблемой. and talk of solutions. И если мы разговариваем о нахождении решения. So not all Christians are united in their evaluation of solution-focused therapy. И христиане теперь объединяются вокруг вот этой терапии, нацеленной на поиск решений проблемы. Time does not permit us to go over all of these pluses and minuses. У нас нет, к сожалению, времени рассмотреть положительные и отрицательные стороны этого. But solution-focused therapy from a Christian perspective emphasizes the client's strengths. Но если рассматривать вот эту терапию, нацеленную на поиск решения с христианской точки зрения, то она как бы утверждает силу пациента. So the optimistic and expectant position of a solution-focused therapist Она имеет очень оптимистичную позицию, нацеленную на надежду. this mirrors the faith and hope that a Christian has for the future. Как бы отражая надежду и веру, которая есть у христиан на будущее. Before the client comes to the counselor, God has already been present and active in their life. Прежде чем пациент пришел к терапевту, уже Бог был его жизнью, уже он трудился в нем. So the forming of solutions is like the renewing of the mind. Поэтому поиск решения является своего рода обновлением ума. Renewing of the mind in Christian sanctification. The renewing of the mind in Christian sanctification. Это обновление ума в христианском освящении. So family systems therapies hold great promise. И поэтому вот эта терапия показывает, что она имеет очень большой потенциал. Great promise in treatment of families who have suffered trauma. Особенно в работе с семьями, которые пережили травму. Okay. This afternoon, I'll be presenting 2 family case histories. И сегодня после обеда я вам представлю примеры 2 семей. We'll also be looking at David Olson's circumplex model. Мы будем смотреть на комплексную модель семьи Дэвида Олсона. Here's the circumplex model. Вот она. We'll explain all of that in 30 seconds or less. И будем объяснять ее за 30 секунд или меньше. Okay. Я хочу благодарить мой переводчик. Последний минут она сказала, я сделаю. Спасибо. Thank you all. Спасибо.